Как-то давным-давно... Да, я, кстати, успел приболеть немножко. Успел, так сказать, к Новому году, гений. Ну так, в общем, как-то давным-давно я делал одно видео, не для канала, конечно же. Название ему «Прочер жалуется в течение 1 минуты и 7 секунд». Предлагаю с ним ознакомиться. Также хотелось вскользь упомянуть о моем новом компьютере. Корпус моего нового компьютера полностью белый. У него присутствует, естественно, RGB подсветка в районе кулеров. Ладно, это не важно, главное, что внутри. Внутри у него стоит блок питания Thermaltake RGB на 450 Вт. Видеокарта NVIDIA GeForce GTX 1060 на 3 гигабайта. Процессор i5-4460 на 3,2 ГГц. И 2 плашки оперативы по 4 гигабайта, в сумме 8 гигабайт. Внутренности вполне неплохие, пригодны, но для Майнкрафта-то они особенно хорошие. Ну и пару хороших игр все-таки тоже нормально тянет. Поздравляю. А у меня Майнкрафт без лагов и зависаний нормально дальше версии 1.12 не работает. А если туда модов и ресурс паков накачать, Да и в одном из последних видео с челленджами промелькнуло мое плачевное состояние своим железом. Да это у меня просто лагало. Не завидую тебе, Егор. Когда-то у меня на компьютере тоже лагал майн, но он не лагал у тебя. И тут, знаешь, тут как бы все местами поменялось. Ну а теперь у всех вокруг это у меня не лагает Майнкрафт, а у меня лагает. И ведь действительно, комп у меня был, мягко говоря, не очень. Как-никак, ему уже 11 лет, и мои нынешние комплектующие мало того, что плохие по современным меркам, так еще и в полную силу не работают. У видеокарты так вообще опять вентилятор поехал и больше не крутится. И более за ним я не мог нормально работать. Ровно до того дня, пока я наконец не ультанул. Пока я наконец не ультанул, вырвался из своих главных оков заточения мощного гейминга и монтажа, и мне наконец подарили новый ПК! Я прошу прощения, иногда мои актерские эмоции берут вверх. Ну и так как я уже сравнил старые характеристики своего старого ПК со сборкой Богдана, давайте я это сделаю вновь, так как его список комплектующих и периферии пополнился в описаниях под его стримами. Начнем наш хит-парад периферии и комплектующих с видеокартой GeForce GTX 1060 на 3 гигабайта. Какой-то производитель конкретно мне неизвестно, но карточка вполне неплохая для гейминга в Full HD. У меня же в свою очередь стояла намученная карточка Manly GeForce GTX 550 Ti. Да, мало того, что компания не очень, так еще и карточка древняя. Зато сейчас замах у меня не детский. MSI GeForce RTX 3070 Ventus X2 OC Edition Can Play Cyberpunk отвечаю .net.com.ru. И еще куча пафосных для нее названий. Хорошая карточка для тех, кто не хочет тратить деньги на дорогую и нифига недоступную в нынешнее время 4090. Ну и для тех, кто боится рисков, но любит производительность. Далее, процессор Intel Core i5-4460. Ну, тут я не знаю, что сказать. Единственное, что я могу подметить, что он может не раскрыть полный потенциал видюхи. Хотя, кто бы говорил со своим i3-2100. Ну вот, другое дело. Установил на базу i7-12700F и нормалды, и в игры быстрее играется, и видео с моделями рендерится быстрее. Оперативка HyperX Fury. Блять, они еще и оперативки производят. У него 2 плашки, в сумме дающие неплохую цифру в 8 гигабайт. Вместо моих старых и жалких 4 гигабупсера. 32. Следующая комплектующая не написана в описании, но проговаривается в видео. Это блок питания Thermaltake RGB на 450 Вт. Предположим, что это модель Light Power. Из того, что я могу в нем похвалить, это стильный продуваемый дизайн корпуса и качество работы. Из минусов отмечу провода без оплетки и ненужную RGB подсветку, учитывая нынешнее строение корпуса в ПК. Поэтому в этом плане у меня более строгий BP Peak Quiet System 10 на 750 Вт. Корпус Power Case. Охуенно, чё. Конкретно модель тут не обсуждается. Если ориентироваться по его описанию, что он белого цвета и имеет в комплекте вентилятор с RGB подсветкой, то предположу, что это Power Case Vision в белом варианте. В этом плане мой корпус дешевле и проще в дизайне. Deepcooled CC560VH также белого цвета и также имеет подсветку вентиляторов. Но она фиксированного бирюзового цвета без возможности ее настроить. Но мне с этим и так нормально живется. Далее идут наушники Beats Studio 3. Строгие классические беспроводные наушники с возможностью компактно их сложить, возможно с хорошим звучанием, которые стоят сколько, блядь?
Это я сейчас так возмущаюсь, а он еще решил проапгрейдить на наушники еще же. Я же недавно приобрел достаточно дешевый и удобный для меня Fifine H6. Для моих больших ушей они самое то. У них мягкие амбушюры, неплохое звучание, дизайн с подсветкой, хотя это не самое главное, почему я их взял. И достаточно качественный по звучанию микрофон. И все это по достаточно доступной цене в 4500 рублей. Белый вариант так вообще 4000 рублей. До этого у меня были очень дешманские наушники от ноунейм компании Fumiko Edison. Ну вы знаете, стандартные пластиковые жесткие наушники за 500 рублей, которые позиционируются как игровые. Микрофон Yanmai Q3B. За всю мою карьеру я столько раз сменил микрофонов, что всех их не пересчитаешь. Ранее в своих роликах я пользовался старичком Maona AO-A04, который сам по себе довольно неплох. Однако не так давно я приобрел себе более продвинутый вариант микрофона. Я спросил у вас в своем сообществе, какой микрофон все-таки лучше, конденсаторный или динамический. В течение практически месяца у меня был тяжелейший выбор среди микрофонов Fifine Appliance Game A8 Plus и AM8. И все же после долгого раздумья, взвешивания решений разных людей и магазинов, мой выбор пал на Fifine Appliance Game AM8. Первое впечатление у меня от него исключительно положительное, а звук с него вы можете услышать прямо сейчас. И все же стоит отдать дань уважения своему старому микрофону, так как он прослужил мне верой и правдой ни много ни мало целых 3 года. Респект ему за это. Надеюсь, Fifine в будущем станет хорошей заменой. Далее. Сногсшибательная клавиатура Z-Gaming. Модель, честно говоря, не помню какая. Единственное, что я знаю, что она на мембранке. У меня же механика от тех же Z-ов, конкретно Blade 2. И она, ну, нормальная, наверное. Не идеал, но пользоваться можно. Тут мне уже в будущем нужно замахнуться на компании получше. Например, не так давно я положил глазик на клавиатуру от Dark Project, модель KD87A. Но на деле я ее на себе не тестил и пока в ней не уверен. Что значит, блядь, тестить на себе? Ладно, я дал... Бывает. Мышь A-Footage Bloody V7 против моей Razer Desadra Elite. И все бы ничего, если бы она не была палью. Хотя и внешний вид в мышек у Bloody мне не очень-то и нравится, особенно если смотреть в сторону таких мышек, как Bloody A7, дизайн которых копирует абсолютно все офисные мыши с подсветкой за 500 рублей, которые позиционируются как якобы игровые. Думаю сменить ее либо на Viper, либо Basilisк, ну или на ардоровский Phantom Pro. Среди неотмеченных комплектующих у меня также присутствует SSD M2 Samsung 970 TV Plus на 1 терабайт, плата Aorus Elite DDR4, жесткий диск SATA 3 на 1 терабайт Seagate 7200 Barracuda со старого ПК, ну и башенный кулер Deepcool AK500VH, который на мое удивление справляется с охлаждением такого теплого камня. Ну и веб-камера Canyon CNS VC5 Plus, которой я пока что не пользуюсь, но скоро начну. А также кресло Ardor Gaming Chaos Guard 500M, которое мне любезно подарил Дед Мороз на Новый год. Замах у меня, конечно, был изначально на Zone 51, но, наверное, это лучше, чем обычная деревянная табуретка. И все было бы прекрасно, и все было бы замечательно, если бы не одно ссаное «но». Я до сих пор не могу стримить и записывать онлайн-игры по типу CS-ки, пока не избавлюсь от своего провайдерного проклятия на букву R. Я тут сделал некоторые расчеты, показывающие, когда я смогу это сделать, и узнал, что это настанет... Шутка потупее и попроще? Никогда нахуй. Шутка посложнее и креативнее? Тогда, когда Sega наконец выпустит хорошую третью часть Sonic Adventure. То бишь, очень маловероятно. В CS очень редко, в основном по утрам, я получаю свою счастливую цифру в 100 пинга, а остальное время пинг ниже 300 не опускается. Да и в плане выбора интернета все неоднозначно. В моем доме доступно лишь 2 провайдера, это Ростелеком и Сибирский Медведь. И тут у меня встает дилемма. Со стороны двух этих компаний лежат куча негативных отзывов, и кого выбирать непонятно. Либо дать Ростелекому второй шанс провести игровой тариф, хотя отзывов там негативных больше будет, да и я этой конторе не доверяю. Плюс фиг знает, можно ли подключить к нашему дому тариф лучше нынешнего. Либо перейти на Медведя, это где говорят скорость получше будет, но я толком ничего не знаю об этой компании, да и плюсом очень много заморочек с переустановкой оборудования, особенно знаю, как работает служба поддержки Ростелекома. В общем, в этом плане мне нужно ваше мнение, напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Следующий пункт — мое отсутствие на полгода. Обусловлено это подготовкой и сдачей ЕГЭ и поступлением по итогу в колледж на базе 9 классов. Гениально, сука. Кстати, если кому интересно, то вот мои результаты. Русский язык 60 баллов. Норм так. Математика профиль 17 баллов. Поэтому-то я поступил в колледж. Информатика 40 баллов. Неплохо, но, насколько мне известно, это самый минимальный проходной балл, так что я мог бы сдать получше. Если бы нас в школе учили бы Питону, а не Паскалю. Ну и, наконец, математика база.
тоже 17 баллов. Но там уже не 100-бальная система, а, как я помню, 21-бальная. И вообще оценивать этот предмет не за баллы, а на оценки. Так что если конвертировать это в оценку, то это 5 на ниточке. Опять же, если бы я тщательнее готовился, то мог бы сдать на баллы побольше. Но если в целом результаты неплохие. Далее на повестке дня выпуск новых видео. После реакции на трансляцию Minecraft Lite 2023 у меня есть несколько вариантов выпуска новых видео. Хотелось бы упомянуть тот самый долгострой, который я неумолимо пытаюсь сделать. Сценарий к нему уже готов, нужно лишь настроить все необходимое для ее записи. Думаю, что она вам зайдет. И в дополнение к этому на моем канале уже готовы материалы для новых челленджей в Майнкрафте и на 2 ролика вновь экспериментального формата. Надеюсь, что с их выходом я получу от вас хоть какой-то похвалы. Ну и также пару роликов для моего лайв-канала, чисто чтобы поддерживать там актив, а то специальные возможности оттуда убрали. Верните их, пожалуйста. Нет. Последний, но не менее важный пункт. Официальная, окончательная отмена проекта по реанимации SDX vs SNDK. Причин тому много, но основная из них — плохая организованность и отсутствие на того свободного времени. Вполне возможно, что я смогу передать свои детище кому-то другому на организаторство, но вероятнее всего проект будет просто-напросто отменен. Это грустная новость, я согласен, я и сам бы хотел поддержать его жизненный цикл, но на данный момент это технически невозможно с моей стороны. Оканчивая данную новость, предлагаю посмотреть некоторые куски участников, успевших принять участие в этом коллабе. Все ссылки на участников данного коллаба, естественно, будут в описании под этим видео. Уф, должно быть это довольно больно. Бедняги. Камень, кристалл, созданный из мечтаний всех. Конец. Где я, черт возьми? Что это у него в руке? Похоже на кусок главного изумруда. А, нет, это опять мазь от геморроя. Не беда, Костяшка. Соник, подожди меня секундочку. Как всегда, посрать приспичило не вовремя. Знаю. Я приведет меня к базе Яйкина. Я гений. Соник, Тейлз, вы... Все вон, вообще все. Это все, что мне вправду нужно. Я гуляю по лесу одна, совсем одна. Что это было? Я видел. Но я не все увидел через деревья, поэтому можешь еще раз подпрыгнуть. Ну и также поздравляю вас всех с Новым годом, счастливых праздников и веселых каникул. Понимаю, что половина ролика посвящена моему новому компьютеру. Не поймите это так, будто я хвастаюсь этим, но я хвастаюсь этим. Итоги для своего канала я подводить не буду, так как они, скажем так, не особо впечатляющие. Надеюсь, что еще не прощаемся с вами. С вами был Прочер, подписывайтесь на канал, следите за постами в моем сообществе. Еще увидимся.